Привет, друзья! Сегодня хотела с вами немножко поговорить о тех узорах, которые я выбираю для вязания. Понятное дело, что я придумываю их не сама. Последние свои узоры я взяла из книги «250 японских узоров для ручного вязания» Хитоми Шида. Я беру, в принципе, любой узор. Как я вообще хотела рассказать, как я преобразовываю эти узоры для машины. Я беру, в принципе, любой узор и рисую его вручную. Таким образом, я понимаю, возможно ли разложить этот узор для машинного вязания. В любом случае, например, сложные какие-то перестановки игл или там, если полотно, например, нужно, чтобы расширялось в центре, я не беру, потому что это намного более ресурсозатратное вязание получается, чем если бы вязать этот узор вручную. Я стараюсь брать узоры как можно проще, ну и чтобы, конечно, они очень симпатично смотрелись. Вот сегодня я выбрала узор. Вообще у узоров в книге нет названий, там только номер. Если вам будет нужен номер, я вам его скажу. Сейчас я его не помню, я их специально не запоминаю. Я его назвала «Индейский тотем». Ну, напоминает он вот мне индийский тотем, значит, такие столбы. Вот. Кажется, изначальный узор, например, если я не ошибаюсь, на 19 петель. Я стараюсь преобразовывать эти узоры, чтобы они укладывались примерно в 15-16 петель. Для чего я это делаю? Для того, чтобы эти узоры можно было применять для носков. Вообще, такие вот повторяющиеся узоры, я смотрю, у меня просто уже здесь вот он нарисован. Такие вот повторяющиеся простые узоры могут расширяться до бесконечности. Просто нужно соблюдать симметрию. Ничего особенно сложного нет. Если вы меня попросите, я расскажу более подробно, как я это делаю. Поделюсь, так сказать, секретом. Пожалуйста, мне не жалко. Не жалко и не сложно. Заранее я этот узор не отвязывала, но я обязательно вставлю где-нибудь его, вот, наверное, прямо сейчас, где-нибудь вот здесь, наверное, чтобы показать вам, что получилось. Давайте приступим к вязанию. Ну что, давайте рассмотрим этот рисунок повнимательнее. Как я сказала, я его уже уменьшила до 15 петель. И высоту он у меня получился 21 ряд. Что первое нужно сделать, как обычно, у меня это происходит в каждом видео, я размечаю машину. Что у меня здесь на этот раз? Смотрим, значит, первая петля – это та, которую мы будем спускать и поднимать. Я отмечаю. Дальше 8-я. Получается вот это. Это центр рисунка. И следующий край – это 15-я петля. Так. И теперь, получается, у нас рисунок опять начинается с изнаночной. Вот еще. Это получается 16-я. Я вяжу 30 на 30. Ну или сколько там получается. Основа это 30 на 30. Вот я отмечаю 16-ю. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот центр. И еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот граница. И в эту сторону. Здесь получается 15-я. Так, 8-я. Да, 10-я. 8-я. 15-я, 16-я. Какая-то 20, 21, 22, 23,
23-я, 23-я. Правильно? Нет, неправильно. Вот она. Где моя резиночка? Двадцать третья и 30-я. И чтобы образец получился красивый и не заворачивался, я возьму еще вот еще 5 игл. Вот это будет край мой. Начну вязать я, конечно же, с наборного ряда. Наборный ряд у меня самый простой. Я набираю через иглу. Просятся розовые, но мне нужны серые. Через иглу. Так, это мне не нужна, эту я выставляю. И провязываю наборный ряд. Наборный ряд провязался. Я навешиваю линейку. Я всегда стараюсь еще взять крючком, зацепить протяжку между этими двумя иглами. Так точно не будет спускать никакие петли. Вот. И навешиваю одну кошечку. Теперь выдвигаю остальные иглы, те, которые мы пропустили для наборного ряда, и провязываю 10 рядов. Эти ряды я провязала просто, чтобы был край, чтобы было удобно делать рисунок. Значит так, какой тут порядок действий? Значит, первый ряд у нас просто мы его провязываем. Я обнулю счетчик, чтобы было удобнее ориентироваться. Просто провязываем. Это первый ряд. Теперь сразу провязываю второй. И уже в нем переставляем петли. Значит, какой прием будем сегодня использовать, чтобы не запутаться в рисунке? Наверное, я буду выставлять вперед крайние иглы. Вот эти вот, те, которые по 2. И от них буду переставлять к центру. Буду переставлять к центру петли. Здесь еще такой важный момент. Вот эти вот переставленные петли должны на лицевой стороне смотреть, как-то сказать, должны быть, в общем, сверху, на лицевой стороне. А этого мы добьемся таким образом. Значит, я беру вторую от игл петлю, переставляю на первую и обе переставляю с первой на вторую. Таким образом переставленная петля оказывается по лицу сверху. И точно так же я проделаю со всеми остальными петлями. Здесь тоже, смотрите, со второй на первую, с первой обе на вторую. Вообще, каждый рисунок у меня такой, это какая-нибудь рождается мантра. Мантра этого рисунка со второй на первую, обе с первой
на вторую, со второй на первую, обе с первой на вторую, со второй на первую, обе с первой на вторую, со второй на первую, обе с первой на вторую и так далее. Так, со второй на первую, обе с первой на вторую, со второй на первую, обе с первой на вторую. Поняли? Вот, все переставлены. Теперь провязываем третий ряд, он просто провязываем ряд и будем переставлять уже дальше в четвертом ряду. А здесь, смотрите, еще такой прием для самоконтроля. Мы будем выдвигать иглы в четвертом ряду уже 4. Вот смотрите, здесь у нас выдвинуто 2. Провязываем 3 и 4. И какой ряд, столько игл мы и выставляем. То есть вот смотрите, здесь 4 теперь. Здесь, чтобы не запутаться, я тоже выставляю 4. Вот. Теперь от этих 4 игл мы будем переставлять к центру. И также для самоконтроля смотрите, чтобы выдвинутые иглы были над образовавшимися дырочками. Вот, крайние выдвинутые над дырочками. Все, если у вас тоже так, значит все правильно. И можно продолжать делать то, что мы уже делали. А, собственно говоря, это пользоваться нашей мантрой и переставлять петли со второй на первую и обе с первой на вторую, со второй на первую, обе с первой на вторую и до конца ряда. Вот с 4 рядом я закончила, провязываю 5 и 6. В 6 ряду, как я уже говорила, выставляем теперь 6, выставляем 6 игл. Не нужна. Помните, что я говорила про самоконтроль? Смотрите. Выставленные крайние иглы над дырочками. И делаем опять то же самое. Пользуемся нашей мантрой. Со второй на первую, с первой обе на вторую. Шестой ряд готов. Провязываю 7 и следом за ним 8. Так, в 8 ряду выставляем 8 игл.
8, теперь 9 и 10. И 10 это будет у нас последний ряд, где мы вязали где мы переставляли петли через ряд. Давайте же закончим с этим. Я не буду здесь крайние выставлять, это не имеет смысла. И вот 10 ряд готов. Теперь провязываю 11, 12 и в 12 буду переставлять петли. Порядок тот же. Но начинаем сначала. Значит, в 12 в центре выставляем 2. Ой, в центре, прошу прощения. По краям выставляем 2. Разница этих рядов с этими в том, что здесь переставлять петли нужно в каждом ряду. Сейчас я покажу начало, я думаю, вам и так понятно, но моя задача показать. Итак, тут мантра абсолютно та же самая. Со второй на первую, с первой на вторую, со второй на первую, с первой на вторую, ну и до конца. Вот 12 ряд готов. Провязываю 13 и в нем тоже переставляю петли, но уже выставляю по краям по 4. Здесь прием для самоконтроля схожий, просто здесь на краевых иглах не ажурные дырочки, а накиды. Вот их прекрасно здесь видно, и если у вас на краевых петлях накиды, значит вы все делаете правильно. Опять пользуемся мантрой и переставляем.
Вот 13 ряд готов, все петли переставлены. Провязываю 14. И как вы уже догадываетесь, в нем я выставляю по 6 игл. Вы можете даже не помнить, по сколько игл, но вы знаете, что накиды должны быть на краевых петлях. И вот как раз так и получается, что у вас 6 игл. И продолжаем пользоваться мантрой. Четырнадцатый ряд готов, 15. В 15 ряду у нас получается 8 игл. Повторю еще раз про самоконтроль. На крайних иглах накиды. Переставляем петли. Пятнадцатый ряд готов. Теперь провязываю 16, и это будет последний в этой части рисунка. Здесь я уже выставляю по 10. Не по 10, а по сколько? Что же? Ой, я выставляю не те иглы. Смотрите внимательно. Я не буду вырезать этот кусок. Оставлю, чтобы показать вам, что можно ошибиться, если быть недостаточно внимательным. Вот так. Выставляем там, где двойные рисочки. Двойные 3. Там, где 3, вот там и выставляем по 10. Хорошо, что я ориентируюсь на вот эти вот накиды и легко заметить и исправить, если что. Если что-то не так. Вот по 10. Переставляю. И 16 ряд готов. Следующая часть рисунка абсолютно точно такая же, как с 12 по 16 ряд. С 17 по 21 вяжем абсолютно точно так же.
И вот 21 ряд я уже сделала. И теперь я начну этот рисунок сначала. Я провяжу с вами первый ряд, выставлю счетчик на нолики. Вот это первый ряд. И мне очень хочется посмотреть, что же там получается. Я постараюсь не спустить петли. Ага. Ну, я вижу, что рисунок получается. Ну, может быть, пока вам не слишком видно. Вот это его изнанка. Я провяжу, наверное, еще 2-3 повтора. И сниму с машины и покажу вам, что получилось. Ну что же, вот такой получается узор. И ссылку на схемы к этому узору я, как обычно, приложила под видео. Вы их там найдете. И у меня еще есть к вам пару вопросов. Если вам не трудно, вот у меня тут подсказочка, я хотела у вас спросить, нужно ли с каждым из узоров, которые я вяжу, вязать носки? Это такой вопрос, который меня волнует, я вот не знаю. Было бы очень хорошо, если бы вы мне внизу написали в комментариях, есть ли в этом необходимость. Носки я бы вязала абсолютно стандартные, с пяткой бумеранг, с зауженным носочком. В общем, если вам не сложно, пожалуйста, напишите внизу ваше мнение. И также у меня появилась идея, а не провязывать ли мне эти все узоры, особенно если они такие, в принципе, простые, просто молча от самого начала и до конца. Просто вот как это сказать, при большом увеличении. Просто без комментариев от начала до конца провязывать узор. Такая вот у меня идея. Может быть, какой-нибудь узор лично вы хотите, чтобы я для вас провязала. Пожалуйста, пишите мне внизу в комментариях, где можно найти этот узор. Или переходите в Инстаграм, и там в личных сообщениях тоже можете мне написать, чего бы вам хотелось, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Вот такое вот сегодня длинное завершение монолога. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Впереди будет еще много интересных и полезных видео. Спасибо, что были со мной.